Женщина подвозит пожилого мужчину до дома, не подозревая, что вот-вот произойдет нечто ужасное, о чем она и подумать не могла. Джессика глубоко вздохнула и устало выдохнула, выходя из больницы. Ворота больницы закрылись за ней, и ее сразу окутал влажный воздух дождливой ночи. Она поправила капюшон своего пальто и направилась к парковке. Было около часу ночи. Джессика была измучена. Ее смена должна была закончиться на несколько часов раньше, в 5 часов вечера, но пришлось задержаться. Женщина планировала этот день еще несколько недель назад. Ее младшей дочери Кейт исполнялось 8 лет, и все, чего хотела медсестра, это быть дома, чтобы вместе с детьми разрезать праздничный торт. Заводя машину, она почувствовала, как ее захлестывает волна разочарования и грусти. Ее начальник, эгоистичный и неблагодарный человек, отпустил одну из медсестер пораньше, и это в конечном итоге взвалило на Джессику дополнительную работу ее коллеги. Включив дворники, борющиеся с дождем на лобовом стекле, Джессика выехала на темную улицу. Она думала о сообщении, которое оставила на ее телефоне ее старшая дочь, которой было всего 14 лет. Она попросила забрать Кейт из школы и купить торт. Джессика почувствовала, как слезы смешиваются с дождем на ее лице. Все было неправильно. День рождения ее маленькой девочки был испорчен, и, что еще хуже, она пропустила часы посещения своей матери в доме престарелых. Женщина, посвятившая свою жизнь заботе о других, не заботилась о тех самых людях, которые были для нее всем на свете. Ей хотелось закричать, остановить машину и позволить дождю смыть ее боль и разочарование, но она не могла. Она была матерью, дочерью, медсестрой. Она была опорой, на которой все держалось, даже когда чувствовала, что ее мир вот-вот рухнет. Со сжатыми кулаками и слезами, застилающими глаза, Джессика ехала домой, размышляя обо всех своих неудачах. Преданная своему делу медсестра и мать-одиночка воспитывала 2 дочерей – 14-летнюю Стеллу и 8-летнюю Кейт. Ее 83-летняя мать, миссис Виола, страдала от прогрессирующей болезни Альцгеймера и была вынуждена жить в доме престарелых. Навещать ее было одновременно и обязанностью, и эмоциональным испытанием. Но Джессика навещала ее 3 раза в неделю в обязательном порядке. Пожилая леди редко узнавала ее, но постоянно говорила о мужчине, докторе, в которого она якобы влюбилась, и который, по ее словам, был отцом Джессики. «У него была огромная библиотека, моя милая, книги от пола до потолка. Он учил меня поэзии и говорил о медицине с такой страстью, что я не могла не влюбиться», — сказала пожилая леди. Джессика никогда не верила этим историям. Для нее это была всего лишь галлюцинация или выдумка, призванная смягчить горькую правду о том, что ее бросил мужчина, которого она любила. Виола стала матерью в возрасте около 40 лет, и Джессика всегда думала, что отец бросил ее мать из-за ее возраста. Это чувство одиночества усилилось, когда бывший муж тоже бросил ее ради более молодой женщины, когда Кейт должна была родиться. На тот момент ей было 35 лет, и предательство оставило глубокие шрамы. Однако Джессика не могла позволить дочерям узнать о том, что их бросил собственный отец. Она хотела защитить их от жестокой правды, даже если это означало, что ей придется нести бремя своей боли в одиночку. Однако внезапно ее размышления были резко прерваны. На обочине дороги стоял пожилой мужчина. Он совершенно промок, его зонтик сломался, и он медленно, с трудом передвигался в одиночестве. Джессика остановила машину, включила аварийные огни и опустила стекло. «С вами все в порядке, сэр? Вас подвезти?» — спросила она, глядя на усталое, но доброе лицо мужчины. «Ах, какое облегчение, моя дорогая! Большое спасибо», — сказал он, садясь в машину с улыбкой, которая почему-то показалась ей смутно знакомой. «Куда вы направляетесь?»
– спросила женщина, уже выезжая на дорогу. «До Мейпл-стрит 7, пожалуйста», – ответил старик. Его голос был таким же хриплым, как и его изможденный вид. Ведя машину, Джессика посмотрела в зеркало заднего вида и заметила его добрые глаза. И вдруг, нарушив молчание, джентльмен спросил: «Ты выглядишь немного грустной, моя дорогая. Что-то не так?» Медсестра была удивлена этим замечанием. И вот Джессика выложила все на чистоту, рассказав о своем разочаровании на работе, о своих дочерях, которых она почти не видела, о своей матери, которую она едва могла навещать, о торте, который не могла купить. И из нее хлынул поток страданий, которые она сдерживала. Самым странным было чувство спокойствия, которое охватило ее, когда она разговаривала со стариком. Казалось, его добрый взгляд понимал каждое слово, каждую эмоцию, каждую непролитую слезинку. Он как будто говорил без слов, что все будет хорошо. «Я прошу прощения за то, что свалила на вас все свои проблемы, сэр. Я веду себя очень эгоистично», — сказала женщина, осознав, что открылась как никогда прежде совершенно незнакомому человеку. «Нет, моя милая, все в порядке. Иногда разговор с незнакомцем может стать той терапией, в которой мы нуждались», — ответил он с ободряющей улыбкой. Заинтригованная и немного смущенная, она попросила: «Расскажите мне немного о себе. Чем вы любите заниматься?» Во время оставшейся части поездки мужчина начал рассказывать о своей любви к медицинским книгам и о том, что у него дома есть библиотека. Джессике это показалось любопытным, поскольку она сама питала страсть к чтению и медицине. Мужчина рассказал ей о своей семье, упомянув подробности, которые еще больше заинтриговали женщину. Они были странно похожи на истории, которые рассказывала миссис Виола. «В моей жизни была женщина, с которой мне пришлось расстаться по независящим от меня причинам», — сказал он, и его взгляд стал отстраненным. Она была такой красивой, рыжеволосой и зеленоглазой. Джессика почувствовала, как по ее телу пробежал холодок. Ее мать была рыжеволосой и зеленоглазой. И я водил ее в свою библиотеку и показывал ей свои любимые книги. Ей это нравилось, потому что у нее никогда не было возможности учиться, продолжил он меланхоличным тоном. Любопытство медсестры переросло в беспокойство. Она все больше убеждалась, что происходит что-то очень странное. Однако то, что произошло дальше, заставило ее сердце замереть. Старик сказал: «Но прежде чем я успел предложить ей выйти за меня замуж, она забеременела. Я купил ей красивое кольцо, но в последний момент». «Что?» – подумала женщина, теперь уже изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. А затем, словно вспомнив что-то важное, она спросила: «Кстати, сэр, как вас зовут? Я даже не подумала спросить об этом раньше». Он посмотрел на нее, и его нежные глаза наполнились неописуемым чувством. «Я Джозеф Адамс», — ответил старик. Мир медсестры рухнул в считанные секунды. Это потому, что Джозеф было имя, которое всегда упоминала ее мать, именем ее предположительно умершего отца, чье существование всегда было окутано тайной и молчанием. Этот мужчина, этот незнакомец, который был так странно знаком только что, стал величайшей загадкой в ее жизни, и она не знала, готова ли она разгадать эту тайну. Джессика резко остановила машину, чувствуя, как учащенно бьется ее сердце. Она обернулась и уставилась на джентльмена, который так просто смотрел на нее. Ее недоверие было очевидным, как будто она не могла в это поверить. Это действительно был он? Это был тот самый мужчина, который был главным героем рассказов ее матери? И, оторвав ее от размышлений, он сказал: «Ну вот, мы и приехали». Только тогда она заметила, что остановила машину прямо на Мейпл-стрит. Пожилой мужчина вышел из машины, и у нее снова остановилось сердце, когда он сказал: «Большое тебе спасибо, дочь моя». Женщина, парализованная, смотрела, как мужчина шел к дому, который, казалось, был заброшен много лет назад. Она подумала, что это невозможно.
но что-то внутри нее заставило ее последовать за стариком. У входа с колотящимся в груди сердцем медсестра открыла скрипучую дверь старого дома. Дрожь пробежала у нее по спине, когда она осознала, насколько знакомым все это кажется. Ей показалось, что она уже бывала здесь раньше, хотя и знала, что это не так. Она медленно вошла в гостиную, и ее взгляд упал. «Нет, этого не может быть», — потрясенно пробормотала она. Это была библиотека с несколькими полками, заставленными книгами, в том числе медицинскими. Джессика почувствовала, как к горлу подкатил комок. Она никогда не верила рассказам своей матери о любви всей ее жизни, пожилом докторе, у которого была обширная коллекция подобной литературы. Но вот она оказалась в самом центре места, которое миссис Виола так часто описывала. Но затем ее взгляд упал на нечто еще более шокирующее – фотографию на одной из полок. На фотографии Виола и старик улыбались так, словно были самыми счастливыми людьми на свете. Лицо ее матери светилось неподдельным счастьем, а у мужчины было безмятежное выражение лица и любящий взгляд, устремленный на нее. «Боже мой, неужели все это было правдой?» – прошептала медсестра, почувствовав его присутствие рядом с собой и повернувшись, чтобы встретиться с ним взглядом. Джозеф стоял рядом, положив руку на маленькую бархатную коробочку, покрытую пылью, и с доброй улыбкой сказал: «Используй это, чтобы изменить свою жизнь, дочь моя». Джессика не могла в это поверить, и тогда он сказал: «И знай, что я всегда любил тебя, с того самого момента, как узнал, что ты появилась на свет. Передай своей матери, что я люблю ее». Женщина посмотрела на бархатную коробочку со смешанным чувством страха и предвкушения. То, что она увидела внутри, заставило ее упасть на колени и разрыдаться. Это было обручальное кольцо из чистого золота, украшенное сверкающими бриллиантами. Это было кольцо, которое Джозеф планировал подарить ее матери. Подняв голову, Джессика увидела, что старика уже нет рядом. Он как будто бы исчез. Медсестра покинула старый дом, крепко сжимая бархатную коробочку, как будто в ней была сама жизнь. С колотящимся сердцем и глазами, полными слез, Джессика вцепилась в руль, направляясь к дому престарелых, где жила ее мать. Ее не волновало, что было почти 2 часа ночи. Она просто позвонила в дверь дома престарелых и попросила о встрече с Виолой. Когда она зашла в комнату, мать встретила ее со смущенным, почти обеспокоенным выражением лица. Для Джессики было крайне необычно появиться там в такое время. «Мама, ты веришь в чудеса?» – спросила она с явным волнением в голосе. Старушка с широко раскрытыми глазами слушала историю, которую рассказала ее дочь. Каждое слово, каждая деталь укрепляли связь между ними, как будто они соединяли годы расстояния и неуверенности в одном разговоре. И когда Джессика показала ей кольцо, глаза ее матери наполнились слезами. Однако она вернула кольцо дочери и сказала: «Вот, милая, теперь это кольцо должно принадлежать тебе. Используй подарок своего отца, чтобы перестроить свою жизнь. Я уверена, что именно поэтому он пришел к тебе». Джессика почувствовала, как тяжесть свалилась с ее плеч. Она крепко обняла мать, как будто наконец поняла, каково это – быть по-настоящему преданной кому-то. Она вернулась домой с таким легким сердцем, какого не чувствовала уже много лет, и обняла своих дочерей. Благодаря $100 000, которые она получила от продажи кольца, женщина смогла значительно улучшить свою жизнь. Она наняла квалифицированных сиделок для своей матери и перевезла ее жить к себе и дочерям. Она также смогла сократить свою рабочую нагрузку, что дало ей возможность по-настоящему участвовать в жизни девочек, чего она всегда хотела, но никогда не считала возможным. Однако самое глубокое влияние оказало то, чего нельзя было купить за деньги. Джессика почувствовала, что ей словно дали второй шанс не только поступать правильно, но и прожить свою жизнь с чувством цели и благодарности. У нее не было ответов о том, как та сверхъестественная встреча могла на самом деле случиться. Но одно оставалось ясным.
Джессика нашла свой путь, руководствуясь любовью отца, которого она никогда не видела, хотя он всегда был с ней рядом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.